В течение долгого времени Изабелла продолжала слышать странные звуки у себя в голове. Но, несмотря на предписание врача, пугающие звуки продолжались. Затем, 32 года спустя, она обратилась к другому врачу и обнаружила ужасную причину. С тех пор, как Изабелла была ребенком, она постоянно слышала странные звуки у себя в голове. Но эта молодая девушка считала, что это вполне нормально. Она полагала, что каждый человек испытывает то же самое, поэтому никогда ни с кем это не обсуждала. Но, видите ли, сама того не ведая, она проходила через неописуемые трудности. Однажды девочка, собираясь в школу, сказала: «Мама, у меня есть суперспособность. Я всегда слышу звуки». Но ее мама думала, что она просто подражает персонажам фильмов, которые смотрела. Вскоре эта женщина пожалеет, что не уделяла больше внимания словам своей дочери. 3 месяца спустя мама Изабеллы готовила ужин, когда ее дочь сказала: «Мама, я только что услышала, как мои глаза двигаются». Когда ее мама услышала это, она прекратила все, что делала, схватила свою маленькую девочку за руки и сказала: «Невозможно слышать, как двигаются глаза, милая. Что ты имеешь в виду?» «Я слышу многое. Я слышу, как двигаются мои глаза и как кровь течет по моим венам. Я слышу все, что происходит внутри моего тела каждую секунду, когда я бодрствую. А ты разве не слышишь свое?» Когда Изабелла закончила объяснять, страх охватил ее мать, и на глаза навернулись слезы. Затем она спросила, как долго она слышала эти звуки, и Изабелла ответила, что очень долго. Сердце матери учащенно забилось. Она потеряла контроль над своими эмоциями и чуть не закричала от страха. Она считала, что жизнь ее ребенка прекрасна и свободна от стрессов. Тогда эта женщина поклялась, что обязательно положит конец бедам своей дочери. После этого она притянула девочку к себе и тихо сказала ей: «Что-то не так, милая. Ты не должна слышать таких звуков, но я обещаю, что ты больше никогда не будешь проходить через все это в одиночку». Маленькая Изабелла была очень смущена. Теперь, когда правда вышла наружу, у Изабеллы и ее мамы была одна цель — положить конец этим сверхспособностям, которые теперь казались им проклятием. На следующий день Изабелла и ее мама пошли к врачу, надеясь найти объяснение этому несчастью. К сожалению, когда девочка объяснила, что слышит, как двигаются ее глаза и течет кровь, врачи посоветовали ей немедленно обратиться к психологу. Мы никогда не сталкивались с подобным случаем. У нее депрессия, у нее проблемы в школе. Мы думаем, что эти звуки всего лишь плод ее воображения, сказал один из врачей. Доктор еще не закончил объяснение, когда мама Изабеллы схватила дочь за руку и выбежала из кабинета. В тот момент ни мать, ни дочь не знали, что им придется ждать десятилетиями, прежде чем они встретятся с шокирующей правдой. Еще несколько визитов к другим врачам оказались безуспешными, и никто из них не знал, в чем дело. Некоторые заткнули Изабелле уши и прописали лекарства, но ничего не помогало. Спустя годы Изабелла в конце концов вышла замуж, и к тому времени, когда ей исполнилось 32 года, у нее уже был сын, которого она очень любила. Видите ли, несмотря на состояние Изабеллы, она не позволила этому стать препятствием в ее жизни. Она была замечательной мамой, которая к тому же работала официанткой полный рабочий день. Однажды Изабелла была в ресторане, когда туда вошла женщина со своими детьми, и она приняла у них заказ. Когда семья закончила есть, Изабелла начала убирать со стола. К сожалению, одна чашка, которую она держала, выскользнула у нее из рук. От звука разбитой посуды у нее закружилась голова, она потеряла равновесие и упала на пол. Коллеги Изабеллы быстро помогли ей подняться, и она извинилась перед семьей. Затем та женщина спросила Изабеллу, может ли она поговорить с ней наедине.
Когда они оказались вне пределов слышимости, женщина спросила о состоянии Изабеллы, и после того, как она все объяснила, незнакомка дала ей координаты врача и посоветовала срочно к нему обратиться. «Он очень хороший врач, я думаю, он сможет помочь», — сказала женщина и ушла. К сожалению, Изабелла не поверила ни этой женщине, ни доктору, о котором она только что услышала, поэтому она просто положила карточку в свою сумку и не удосужилась проверить. Шли недели, и состояние здоровья Изабеллы ухудшалось. Она даже не могла по-матерински пообщаться со своим сыном. Когда крики мальчика становились слишком громкими, у нее начинала кружиться голова, и она теряла равновесие. С каждым днем ее самочувствие становилось все хуже и хуже. И вот тогда Изабелла, наконец, снова обратилась к специалисту. Но собирался ли этот врач просто назвать ее сумасшедшей или прописать лекарства, которые только нагонят на нее сонливость? Она боялась. Однако в глубине души она хотела, чтобы все это закончилось. Она отчаянно жаждала тишины. Поэтому она решила попробовать, если не ради себя, то ради своего сына. Наконец, Изабелла связалась со специалистом. Они записали ее на прием, и вскоре она уже в клинике. Находясь внутри, Изабелла рассказала обо всем, через что ей пришлось пройти, и, к ее величайшему удивлению, этот врач все понял. Впервые Изабелла почувствовала, что ее услышали. Наконец-то она стояла перед человеком, который ей поверил. Доктор даже сказал, что уверен в ее состоянии, однако ему нужно будет провести несколько анализов, прежде чем ставить диагноз. Через час доктор вернулся с результатом, и выглядел он так, словно выиграл в лотерею. Он был близок к тому, чтобы спасти Изабеллу от ее многолетних страданий. Затем этот врач сказал Изабелле, что его подозрения верны, и поставил диагноз «двустороннее расхождение верхних полукружных каналов». Это означало, что у нее отсутствовала часть височной кости в ушных каналах, и это повлияло на ее слух и равновесие. Теперь, когда проблема была выявлена, врач сказал Изабелле, что единственным решением является операция. Однако он предупредил ее, что она может навсегда потерять слух. Эти слова сломили дух Изабеллы. Это было похоже на то, что она наконец увидела свет в конце туннеля, и он внезапно погас. В любом случае, было уже слишком поздно. Изабелла зашла слишком далеко, чтобы повернуть назад, и она смело посмотрела правде в глаза. «Я сделаю это», — сказала она, надеясь, что приняла правильное решение. В день операции Изабеллу привезли на каталке в операционную, и операция длилась 6 часов. Вскоре операция закончилась, и Изабелла медленно открыла глаза. Сделав глубокий вдох, она постепенно осознала, что ее левое ухо не слышит никаких других звуков, кроме того, что исходит от пульсометра. И это было все. Наконец-то наступила тишина. Теперь она больше всего на свете хотела, чтобы ей сделали вторую операцию на правом ухе, чтобы она могла наслаждаться полной тишиной. Оправившись после первой операции, Изабелла пошла на вторую. Период восстановления был настоящим адом. Каждый день Изабелла лежала в постели, страдая от головных болей и головокружений. Но она знала, что ее ждет большая награда, поэтому ни разу не пожаловалась. Наконец, спустя несколько месяцев, Изабелла оправилась от операции и теперь больше не слышит, что происходит в ее теле. Сейчас она счастливо живет со своим сыном и мужем. Дорогие зрители, а вы когда-нибудь слышали о таком диагнозе? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.